Дорогие зрители, сегодня мы отправимся в путешествие по истории города Курган-Тюбе, ныне известного как Бахтар, и узнаем, кто, когда и как создавал его дома и районы. Этот город с древней историей прошел долгий путь, став современным и уютным местом для жизни. История становления. Город Курган-Тюбе был основан в древности, еще до нашей эры, и считается одним из самых старых городов Таджикистана. Археологи находят здесь следы древних поселений, которые свидетельствуют о том, что еще несколько тысячелетий назад люди строили здесь свои дома. Однако в своем современном виде город начал формироваться лишь в 20 веке, когда Таджикистан стал частью Советского Союза. Советский период – эпоха больших перемен. Главный этап строительства жилых районов в Курган-Тюбе пришелся на советские годы. С 1930-х годов, когда город начал активно развиваться как административный центр, началось масштабное строительство. Первыми появились административные здания и частные дома, построенные из глины и самана. Но настоящая трансформация произошла в 1960-1980-х годах. Именно в этот период появились те самые многоэтажные дома, которые до сих пор определяют облик города. Районы застраивались типовыми панельными и кирпичными домами, характерными для всего Советского Союза. Основные проекты были разработаны архитекторами в Душанбе, но их адаптировали под местный климат. Например, многие здания здесь строили с более толстыми стенами и вентиляционными шахтами, чтобы защитить жильцов от жары. Работы велись крупными строительными организациями, такими как тресты и строительные управления. Особое внимание уделялось центральным районам города. Здесь появились широкие улицы, скверы и многоэтажные дома, которые стали символами прогресса. Кто строил эти дома? За строительством стояли не только профессиональные строители, но и сами горожане. Во многих случаях работники предприятий, студенты и даже школьники участвовали в так называемых субботниках – добровольных трудах на благо города. Особенно это касалось благоустройства новых районов и посадки деревьев. Интересный факт. Строительство некоторых зданий велось интернациональными бригадами. На стройках можно было встретить рабочих из России, Украины, Узбекистана и других республик Советского Союза. Это создавало особую атмосферу единства и взаимопомощи. Промышленные и рабочие районы. Особое внимание уделялось строительству жилья для рабочих крупных предприятий. Вокруг заводов и фабрик появлялись микрорайоны с многоэтажными домами, детскими садами, школами и магазинами. Такие районы строились по принципу «город в городе», чтобы жители могли работать и жить в шаговой доступности от всех нужных объектов. Постсоветский период. Новые тенденции. После распада СССР строительство в городе несколько замедлилось. Экономические трудности 1990-х годов отразились на темпах застройки. Однако в 2000-х годах ситуация изменилась. Начались реконструкции старых зданий, появились новые жилые комплексы, построенные по современным технологиям. Сегодня город активно растет. Частный сектор развивается с учетом современных архитектурных решений, а многоэтажные дома строятся с использованием более экологичных материалов. Новые районы отличаются просторными планировками, зелеными зонами и инфраструктурой. Наследие и будущее. Многие здания, построенные в советское время, до сих пор остаются важной частью облика города. Но их постепенно модернизируют, адаптируя под современные требования. Курган-Тюбе продолжает расти и развиваться, становясь примером того, как традиции и современность могут сосуществовать в гармонии. Заключение. Курган-Тюбе – это город с богатой историей и уникальным архитектурным наследием. Дома и районы, построенные здесь в разные периоды, рассказывают нам о том, как люди трудились, мечтали и создавали свое будущее. И эта история продолжается до сих пор. Каждое новое здание – это еще одна страница в летописи города. История формирования районов. Город Курган-Тюбе начал активно развиваться как современный населенный пункт в первой половине 20 века. 1929 год город получил статус районного центра. Это стало толчком для первых серьезных градостроительных работ. Первые улицы и дома формировались вокруг административных зданий. В 1930-е годы строительство было преимущественно глинобитным. Тогда в городе появились первые одноэтажные дома, характерные для южных районов Таджикистана.
В 1940-е годы строительство замедлилось из-за Великой Отечественной войны, но сразу после ее окончания началось возведение первых кирпичных зданий. Советский строительный бум. Главное развитие города началось в 1960-е годы, когда Курган-Тюбе стал важным экономическим и административным центром. 1965 год. Заложен первый микрорайон с пятиэтажными панельными домами. Тогда дома проектировались с учетом климатических особенностей. Широкие окна, удобные дворы, зеленые зоны. В 1970-е годы появились улицы с типовыми девятиэтажками, такие как район бывшего рынка Достук и прилегающие территории. 1980-е годы – начало застройки района Школьный и прилегающих территорий. Было построено несколько крупных школ, детских садов, кинотеатр и крупный культурный центр. Интересный факт. В 1985 году был построен один из первых экспериментальных домов с улучшенной планировкой в районе больничного городка. Архитекторы из Душанбе специально приехали, чтобы внедрить новые стандарты строительства в Курган-Тюбе. Кто строил город? В строительстве принимали участие как профессиональные строители, так и местные жители. Бригадный метод. Группы рабочих из Душанбе, Куляба, Узбекистана и других регионов совместно строили жилые кварталы. Общественные работы, посадка деревьев, озеленение и благоустройство проводились с участием местных жителей, особенно во время субботников. Местные ресурсы, кирпич и глиняные блоки добывались и производились прямо в городе, что ускоряло строительство. Постсоветский период. После 1991 года строительство замедлилось из-за экономического кризиса. Однако в 2000-х годах город получил новый импульс для развития. Появились многоэтажные дома с улучшенной планировкой, особенно в центральной части. В 2010-е годы началось активное строительство частных домов в восточных районах города. Район возле главного рынка был модернизирован, добавлены современные магазины, парковки и зоны отдыха. Наследие. Сегодня город сочетает советскую архитектуру и современные здания. Например, многие старые дома прошли реконструкцию и утепление. Одновременно активно строятся новые жилые комплексы, которые соответствуют современным стандартам. Курган-Тюбе или Бахтар продолжает удивлять своей историей и развитием. Каждый дом, каждая улица здесь хранят воспоминания о трудах и мечтах поколений. Если вам нравится такой формат и такие темы, дайте знать своим комментариям и лайкам. Это мотивирует меня создавать новый контент специально для вас. Обязательно пишите свои темы, о чем и о ком вы хотите, чтобы я сделал выпуск. Всем хорошего дня. Не забудьте проверить подписку. Подписаны ли вы на наш канал Курган-Тюбе Бахтар? До встречи в следующих видео.